Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу продолжить обзор своей коллекции фильмов студии Universal. Сегодня у нас вторая часть, в которой я покажу оставшиеся издания в простых амаре, которые у меня есть. Так, их осталось достаточно много, поэтому видео будет длинное. Так что поехали. Первый фильм — это «Мумия» с Бренданом Фрейзером. Следующее кино — это «Мумия возвращается», продолжение предыдущего фильма, где Брендан Фрейзер возвратился к своей роли. Следующее кино — это третья часть «Мумия. Гробница Императора Драконов» с Бренданом Фрейзером и Джетом Ли. И, наконец, «Мумия» с Томом Крузом, провалившаяся часть, попытка перезапуска франшизы. Далее. Фильм «Особо опасен», фильм Тимура Бекмамбетова с Джеймсом МакЭвоем, Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли. Далее фильм Майкла Манна с Крисом Хемсвортом, фильм «Кибер». Следующая картина — это «Вспомнить все» со Шварценеггером. Фильм Пола Верховена. Далее анимационный фильм «Каролина в стране кошмаров». Далее фильм ужасов «Дьявол». Далее еще один фильм со Шварценеггером. Это фильм «Рыжая Соня». Следом фильм Дэвида Финчера «Игра» с Майклом Дугласом. Следующее кино — это фильм Мартина Скорсезе с Уильямом Дефо и Харви Кейтелем «Последнее искушение Христа», где Уильям Дефо сыграл роль Иисуса. Далее еще один фильм Мартина Скорсезе «Мыс страха» с Робертом Де Ниро, Ником Нолти и Джессикой Лэнг, где Роберт Де Ниро играет роль такого маниакального преступника, желающего убить адвоката. Далее еще один фильм Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, фильм «Казино». Следующее кино — это фильм с Мэттом Дэймоном и Эмили Блант «Меняющий реальность».
Далее фильм Мартина Бреста, за который Аль Пачино получил Оскар. Это фильм «Запах женщины» с Аль Пачино и Крисом Мадоновым. Далее фильм с Джейсоном Сиглом и Эмили Блант «Немножко женаты». Далее приквел «Молчание ягнят», фильм Бретта Рэтнера «Красный дракон», где роль Ганнибала Лектора снова исполнил Энтони Хопкинс. А еще одну здесь роль играет Эдвард Нортон. Далее фильм «Пипец 2». Супергеройское кино. Как бы. Первая часть, увы, у нас не выходила на обычном Blu-ray с русским языком. Далее фильм Джимом Керри «Лжец». Хорошая комедия с Джимом Керри. Далее трилогия «Парк юрского периода». У нас третья часть, вторая часть и первая часть. Следующее кино. Это снова Стивен Спилберг. Фильм «Инопланетянин». Еще один фильм Стивена Спилберга. Фильм «Челюсти». И еще один фильм Стивена Спилберга, фильм «Список Шиндлера», за который он получил 2 Оскара. За режиссеру и как продюсер за лучший фильм. Далее, следующее кино. Это «Мир юрского периода», первая часть. С Крисом Праттом. Далее фильм с Мэттом Дэймоном «Джейсон Борн». Пятая часть из серии фильмов про Джейсона Борна. Здесь сам фильм и дополнительные материалы на DVD. Следующее кино. То есть студия Universal — это «Гадкий я». Далее у нас «Лоракс». Еще один мультфильм. Далее «Гадкий я 3». Третья часть, которую выпускал Universal.
Далее. Фильм Рона Ховарда с Томом Крузом и Николь Кидман «Далеко-далеко». Далее фильм из киновселенной Марвел, который выпускал Universal, это «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном в роли Халка. Далее еще один фильм Майкла Манна с Джонни Деппом, Кристианом Бейлом и Марион Котийяр. Джонни Д. Далее фильм Ридли Скотта с Расселом Кроу и Кейт Бланшетт «Робин Гуд». Далее фильм с Роуэном Аткинсоном «Мистер Бин», фильм «Катастрофа». Первый полнометражный фильм про мистера Бина. Следом у нас второй фильм про мистера Бина. Полнометражный, это «Мистер Бин на отдыхе», где также тоже исполнил Роуэн Аткинсон. Далее фильм на основе комиксов с Джеффом Бриджесом и Райаном Рейнольдсом «Призрачный патруль». Далее еще один мультфильм. Это «Паранормально» или «Как приручить зомби». Далее музыкальный фильм «Братья Блюз» с Джоном Белуши и Дэном Экройдом. Следом фильм с Кевином Костнером «Поле чудес». Далее фильм братьев Коэнов «Большой Лебовски» с Джеффом Бриджесом и Джоном Гудманом. Фильм Люка Бессона со Скарлетт Йоханссон и Морганом Фрименом, фильм «Люси». Следующее кино — это фильм «Еще одна из рода Болейн» с Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Эриком Баной. Следом «Бои без правил», фильм с Ченнингом Татумом и Терренсом Ховардом. Далее фильм с Винсом Воном и Дженнифер Энистон «Развод по-американски». Следующее кино — это фильм «Ничего личного» с Джулией Робертс и Клайвом Оуэном.
Далее фильм Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Дженнифер Лопес «Вне поля зрения». Далее у нас фильм Сета Макфарлейна «Миллион способов потерять голову» со самим Сетом Макфарлейном, Шарли Стерон, Амандой Сейфрид и Лиамом Нисоном. Здесь я также положил, помимо Blu-ray, также положил от другого издания DVD-диск. Это сама обложка от DVD-диска внутри. Фильм от создателей Гриффинов. Следующее кино — это фильм с Сетом Рогеном, Заком Эфроном «Соседи на тропе войны». Далее фильм «Форсаж», первая часть. Представлен у меня в таком издании. И осталось совсем немного дисков, а точнее 7. Далее российский фильм «Черная молния». Еще один фильм Майкла Манна, фильм «Полиция Майами. Отдел нравов» с Колином Фарреллом и Джейми Фоксом. Далее фильм Дэнни Бойла с Майклом Фассбендером, Кейт Уинслет, Сетом Рогеном и Джеффом Дэниелсом. Фильм «Стив Джобс». Далее фильм Джорджа Миллера «Бэйб. Поросенок в городе». Следом кино Тони Скотта с Робертом Редфордом и Брэдом Питтом «Шпионские игры». Следом фильм «Афера». Обладатель Оскара за лучший фильм. И, наконец, фильм «Дикие сердцем» Дэвида Линча с Николасом Кейджем и Лаурой Дерн. И это был последний фильм в сегодняшнем нашем обзоре коллекции. В следующем видео по обзору коллекции Universal будут уже фильмы в слипах, коллекционные издания. А это видео все. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео и пока.